Всем привет! И с вами Малина Travel. Что-то я очень долго и давно ничего не записывала. Я готова к новым видео, к новым темам. Я отсутствовала, потому что набиралась сил. Кстати, смотрите, какой у нас телевизор повесили новый. Теперь у нас все серьезно. Позаботились о нас собственники этого дома. На улице уже заметно холодает, и прям настроение уже на самом деле зимнее. Уже солнце не всегда греет, не всегда выглядывает. В общем-то, оно стало очень редко светить. Не редко, а реже. Что-то какие-то мушки у нас тут появились. В общем, я пока ходила, вам что-то здесь рассказывала, пришла собственница и попросила нас съехать. Ну, я, если честно, в шоке. Прям, я капец в шоке. Мои прям вот первые эмоции. Я и расстроена. Ну, как-то вот так. Не знаю, что произошло. Сегодня они там ругались что-то наверху. Вот. Странно. Вы знаете, Серега сегодня первый день. Мы очень давно всегда же вместе, да, везде ходим вместе. И вот он первый день сегодня за долгое время уехал на объект. И типа... Ой, это вообще трэш какой-то. Мне, если честно, даже чуть голос подрагивает. Ох, я очень расстроена. Прям. Во-первых, мне это место чуть-чуть полюбилось, да, потому что здесь дом, вот мне удобно, что вышел на улицу, можно посидеть, кофеечка попить и так далее. Это какой-то ужас вообще. Простите меня. Это вообще просто жесть. Я как раз только что собиралась записывать вам видео какое-нибудь полезненькое для тех, кто переезжает и так далее. Но сейчас уже не буду, наверное. Сейчас надо будет искать заново квартиру. Да. Вы знаете, сейчас даже сложно с этим моментом, что приезжает очень много русских, и нужно, у меня же это, да, речь немножко, приезжает очень много русских, и цены-то на жилье повысились, значительно повысились, даже не в 1,5 раза, а в 2 раза. И поэтому я даже не представляю сейчас, какой ценник будет. Я только что смотрела видео, которое вам записывала немножко ранее. Я просто там поникшая. Не думайте, я просто ненадолго разочаровалась. Просто я не ожидала такую ситуацию. Вот, но это было так, кратковременно. У меня обычно как это происходит? Бахает какая-то ситуация, идет стадия принятия и стадия решения вопросов. Вот так. Все очень просто. Я уже на самом деле привыкла в этой жизни, что ничего не бывает стабильно. Вот, что не нужно ни на кого, ни на что рассчитывать, что не нужно там загадывать на какое-то длительное время, все равно все пойдет не так. Только тратить энергию на это. В общем, все те люди, которые хотят приехать в Сербию или которые сейчас находятся на данном этапе в поисках квартиры, добро пожаловать, будем искать вместе.
А вообще, я сегодня даже в сторис написала, что моя жизнь уже как вот реально турецкий сериал. Получается так, что только все вот вровень начинает идти, появляется умиротворение, появляется какая-то, ну, не знаю, может быть, расслабленность, поэтому жизнь такая, типа, с хера ли ты расслабилась-то, дорогая моя? Давай-ка тебе подкинем чего-нибудь интересного. И пау! Вот так ударяет. Но опять же, я говорю, я научилась с этим справляться, и я совершенно к этому спокойно отношусь. Сначала я над этим даже уже смеюсь, что постоянно все как-то идет типа не по плану. Ну, возможно, я просто себя на это запрограммировала. Так какие же есть способы найти жилье в Сербии? Вы можете найти жилье как самостоятельно, так и с помощью риэлторских агентств. Самостоятельно вы сможете найти жилье на сайтах, ссылочки которых я вам оставлю в описании. Если будете искать самостоятельно, то вам нужно будет либо самим знать хорошо английский язык или хотя бы чуть-чуть сербский, либо прибегать к услугам переводчика. Но если вы будете искать с помощью риэлторских агентств, тогда именно там в себе риэлтор может сочетать эти два качества. Но за это вы отвалите 50% точно. Ну, а может быть и 100. А может быть, вы будете агенту платить ежемесячно. Особенности процедуры аренды в Сербии. Эта процедура, как и везде, собственно, повсеместно, предлагает подписание договора между нанимателем и арендодателем. При этом арендатор, скорее всего, единовременно заплатит за 2-й месяц, и, скорее всего, это будет еще депозит, то есть залог. Возвращаемый, невозвращаемый уже будет смотреть по состоянию квартиры. Причем здесь нет такого, как он называется, ну, износ, в общем-то, временный износ. Короче. Ну, а если жилье, которое вы снимаете с дорогостоящим ремонтом, то собственник вправе попросить у вас доступ к 2 кредитным картам. Для заключения договора об аренде вам потребуется только лишь заграничный паспорт. Все. Но есть такой момент, что в течение 24 часов после въезда в Сербию иностранный гражданин обязан посетить местную полицию для того, чтобы там зарегистрироваться и получить белый картон. Поэтому вы обязаны предупредить арендодателя о том, что эта процедура для вас необходима. Не все хозяева готовы ходить каждый месяц с вами в полицию и делать вам белый картон. Такая регистрация бесплатна как для собственника, так и для жильца. Эту процедуру можно сделать двумя способами. Первое — это через сайт Еуправа. Владелец квартиры должен быть там зарегистрированный, и эта процедура занимает всего лишь 5 минут. Второй способ — это прийти непосредственно в полицию вместе с арендодателем, дать документ от вас, заграничный паспорт, от него документ, подтверждающий право собственности на квартиру, и в течение минут 10-15 вам распечатают белый картон, поставят печать полиции, и все. Что портал Еуправа, что отделение полиции работают круглосуточно, 24 часа. Если даже вы приехали и сняли хостел, отель, квартиру посуточно,
ваши собственники должны предоставить вам белый картон. Зачем он нужен вообще, этот белый картон? Помимо того, что вы соблюдаете закон, вам этот документ нужен будет для следующих процедур. Заключить договор с оператором сотовой связи, но он требуется не везде. Далее с этим документом вы можете открыть счет, получить медицинскую страховку, купить недвижимость, зарегистрировать себя как ИП, регистрация юрлица, устройство на работу, оформить ребенка в детский сад или школу. Но в целом все не так уж и сложно, как кажется. Нужно просто приложить усилий. Ну, а я уже который раз обещаю вам интервью с сербской жительницей. У нас на самом деле возникли проблемы с переводом, и она мне сейчас в этом помогает. У нее не так много времени, к сожалению, но я думаю, что вы подождете, и спасибо вам за это. Также мы договорились на новое интервью. Мы будем брать уже у русскоговорящего, который переехал сюда, в Сербию. Надеюсь, это интервью выйдет быстрее, чем интервью с сербской жительницей. Ну а если в это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Завтра будет новое видео. Ой, пока.